Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня мы поговорим об оптимизации данных часиков Galaxy Watch 4 для того, чтобы они работали у нас как можно дольше от одного заряда батареи. Кстати, завтра будет обзорчик вот на этот циферблат плюс купоны. И, естественно, тем, кто первые комментарии пишут. Купонов немного, поэтому обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомление о том, что видос будет. Ну а мы поехали. Что значит нам с вами нужно сделать? Заходим мы с вами сразу в настроечки. Прошли в настроечки и идем в первую очередь в уведомления. Это самое первое, что надо нам с вами сделать. Что мы здесь с вами делаем? Индикатор уведомления мы оставляем. Прочтение уведомления вслух не надо. Включение экрана. Здесь вы должны определиться, что вам нужно. Нужно вам включение экрана при том, когда вы получаете уведомление или нет. Если нет, тогда вы просто выключаете и по вибрации можете потом по кнопочке включить и посмотреть экранчик, да, что вам там пришло или кто написал. И это значительно сократит разряд или расход батареечки. Все, с уведомлением мы с вами... И еще отключить их автоматически для новых. Вот как здесь, смотрите. Включать для новых приложений. Этого тоже не надо, потому что они все подряд, которые приложения будут ставиться, у вас будет уведомление приходить на ваши часики и включать экран, к тому же вибрацию и все остальное, что, естественно, расходует разряд. Следующее, что мы будем с вами делать, это экран. Зашли экран, яркость. Вы должны выбрать оптимальный уровень яркости для вас. Какой он вам подойдет, чтобы было вам комфортно. Когда вы его выбрали, идем дальше. Автоматическую яркость включать не советую, потому что на улице в солнечную погоду она загорается на 100%, и тогда точно уже потери будут. Если у вас включен Always Display или экран всегда включен, тогда эту функцию точно надо выключить. Ну и пробуждение. Я лично оставил у себя только пробуждение поднятием руки. Пробуждение по касанию я отключил, и пробуждение поворотом кольца я тоже отключил. Также показывать управление медиа я тоже отключил. Тайм-аут у меня стоит 1 минута именно для того, чтобы видосики снимать, а так я бы его поставил секунд на 15, не больше. Ну и возврат к приложению 20 секунд. Все, здесь мы с вами тоже прошли. Следующее, что нам с вами нужно, это Samsung Здоровье. Samsung Здоровье, конечно же, данные настройки, которые я сейчас буду отключать, не подойдут тем, кто занимается спортом активно, да, и им нужны все эти настройки будут. Если же вам они не нужны так же, как и мне, тогда поступайте, как я показываю. Уведомления, оповещения о неактивности я убрал. Дальше высокий пульс, низкий пульс я тоже убрал. Потом шаги, пожалуйста, я оставил, потому что считают, активность я убрал, сон я оставил, определение тренировок я убрал, программы тренировок я тоже убрал. Идем теперь в измерение, и здесь, если вы уберете настроечку вот эту вот постоянное измерение пульса, тогда у вас не будет измерять уровень стресса и всего остального. Я же поставил только вручную. Стресс у меня также только вручную. Я выключил автоматическое во время сна определение кислорода в крови. Тоже. И это очень важно. Следующее это определение автотренировок, да, или автоматическое определение тренировок. Я все здесь выключил, абсолютно все, потому что я этим не пользуюсь, и это мне не нужно. Все, здесь мы с вами тоже закончили, возвращаемся в главное меню. Теперь, дорогие друзья, мы с вами идем в дополнительные функции. В дополнительных функциях мы с вами идем режим сна. Здесь включить по расписанию и устанавливаем расписанию, когда нам нужно будет его включить. Режим сна – это отличнейшая функция, которая во время сна просто деактивирует все возможные какие там есть вещи, да, и дисплей уже не будет загораться по поднятию руки. Время там, экран тухнет, короче, маленький, ну, очень сильно. В принципе, как видите, здесь у нас все написано. Функция Always Display, пробуждение поднятием руки будет выключены, будет включен режим не беспокоить для отключения звуков, вызовов, оповещений и других сигналов. Все, заходите вот сюда, настраиваете, когда он должен у вас начаться, режим сна, и когда завершится. Все здесь. Далее мы с вами выходим в самое начало, идем, открываем вот здесь титоглы. У меня стоит только вибрация на звук вот здесь. Вам советую сделать тоже, потому что зачем звук, если по вибрации все отлично и прикольно
Понятно. Дальше, если у вас включен Wi-Fi, его тоже также нужно отключить. Отключить нужно также геолокацию, она не нужна, в принципе, если у вас нет автоопределения тренировок и всего остального. И если вы не пользуетесь ни Samsung Pay на часах, ни Google Pay, тогда отключить тоже NFC. Все. Дорогие друзья, если вы все эти настроечки сделаете, и вот именно так, как я вам предлагаю, я гарантирую вам, что ваши часики, естественно, если у вас еще будет не особо энергоемкие циферблаты стоять, ну и там какие-то приложения, тогда 2,5 дня вам обеспечен работы ваших часов. Вот такая вот простецкая инструкция. Вам же напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео будут для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч!